Всем привет! Начинаем новую серию видеовыпусков «Просто барабаны». Эта серия будет посвящена разбору барабанных партий. Не стоит надеяться, что кто-нибудь всегда будет делать для вас действительно толковые разборы нужных вам песен. Учитесь это делать сами для себя. В процессе любого разбора вы тренируете свой слух и копируете фишки фирмачей. Многие из этих фишек вам обязательно понравятся и пригодятся в будущем. Для примера возьмем известную многим песню группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit», где барабанщик группы Дэйв Гроул создал и великолепно исполнил свою партию, чего я и всем нам желаю. Конечно, уже есть немало разборов этой песни, но мы пойдем другим путем. Даже если вы не собираетесь играть со своей группой данную песню, вы сможете многое взять себе на вооружение из ее барабанной партии. Откроем трек песни в программе Transcribe. Замедлим темп трека. Пропойте это вступление и мысленно представьте, как вы будете это играть. Трантут, стутратут, стутратут, стутрантун. Если вы смогли это пропеть, то сыграть вам будет намного легче. Точнее сказать, пока вы не сможете пропеть любые интересующие вас места, вы не сможете их четко сыграть. Обратите внимание на флем по малому барабану, он же форшлаг. Основная нота удобно играется левой рукой, так как обычно это и происходит в бите. Ноту форшлага играем правой рукой. Это одиночный форшлаг, о нем мы говорили в 37-м выпуске. Если вы поняли, как играть это вступление, поиграйте его медленно, с записью много раз. Для этого выделим в транскрайбе нужный фрагмент чуть раньше по времени. Отрезок будет автоматически повторяться. Кстати, это вполне сгодится и в другой музыке, в качестве фила или в конце какой-нибудь другой песни, например. Дальше идет вот такой бит. Замедлим темп трека. И также любое непонятное место вашей партии замедляем, внимательно слушаем, затем пропеваем, имитируя звук барабанов и выучиваем этот момент буквально на коленках. Затем запоминаем или записываем нотами. И тогда вы уже готовы сыграть любой момент на своем инструменте. В таком же алгоритме осваиваются и другие непонятные моменты в любой музыке. И чем лучше вы пропоете, тем лучше вы сыграете. Сыграть этот бит медленно довольно-таки просто, а сыграть его в быстром темпе – это сложно, и нужна точная двойка педалью. Поэтому сначала разучим этот бит медленно, поиграем по хэту 16 нотами, для того, чтобы выровнять удары в бочке, совмещая их с хэтом. Теперь по хэту 8. Затем, как в оригинале, четвертями по хэту. Кстати, вот пример подобного бита в другой песне. А теперь стыкуем вступление и первый бит. А затем по структуре песни переходим к следующему биту через небольшое заполнение. Открываем вовремя хэт. Затем сюда добавляется еще один удар бочки. Тут-тут-там, тут-тут-там, тут. Хэт открытый. В следующей части песни переходим к первому биту через такое заполнение.
Поиграем эту фишку и ее вариации, ведь она может нам пригодиться и в другой музыке. Те же самые одиночные удары, только по разным барабанам. Я не буду демонстрировать, как классно я играю всю эту песню в ее оригинальной форме. Вступление, куплет, припев, бридж, кода. Так как форму песни все равно придется запоминать именно вам, если будет такая необходимость. Сейчас мы рассматриваем только принципиально важные места. Внимательно следите за переходами между частями песни. Дважды в этой песне встречается вот такое интересное заполнение. Замедлим трек и пропоем это место. Во втором такте здесь есть место с форшлагами, похожее на вступление. Кстати, перед этой фишкой Дэйв Гролл играет в качестве заполнения один такт вот такого бита. Это вполне самостоятельный роковый бит. Вся барабанная партия этой песни на практике научит нас большему, чем куча учебников. Ну а дальше в этой партии все идет подобно предыдущему материалу. И только за 8 тактов до финального аккорда появляется этот мощный роковый бит. Освоив такие ключевые моменты, вы сможете применять их в своих импровизациях или, например, в собственных музыкальных произведениях. Ноты барабанной партии этой песни качайте бесплатно в формате PDF с нашего сайта. И хотя в этих нотах все написано, форма песни, все оригинальные филы, динамика, надо понимать, что ноты никогда полностью не отражают живого исполнения музыки. Кроме этих нот на сайте, под этим выпуском, вы найдете звуковой файл этой барабанной партии, который также можно бесплатно скачать. В большинстве случаев на записях, которые мы слушаем, играют профессионалы высокого класса или драм-машины. Используются наложение треков и всякие другие чудеса современных студий. Часто играя вживую, мы можем изобразить лишь нечто подобное записи, поэтому нам приходится многое играть по-своему. И как показывает практика, этого бывает вполне достаточно. Ведь лучше уверенно сыграть упрощенную версию своей партии, чем криво пытаться сыграть все как в оригинале. Но об этом мы поговорим во втором выпуске.